Привет, буду начинать новую торговую сессию. Вижу, сегодня у нас много монет, которые залистились, и на них повышенная волатильность. Думаю, поэтому нам не составит труда найти какие-то интересные точки входа по нашей стратегии и заключить пару интересных сделок. Начиная с баланса в 1111, риск на сделку у меня такой же 1,5%, риск на всю торговую сессию 5%. Открыл новую сделку по монетке TA. Увидел здесь небольшую закономерность. После каждого обновления максимума она немножечко стоит на максимумах, после чего продолжает движение вверх. Тут мы стали после сильного импульса, также стояли очень долго в боковике и начали постепенно пробиваться дальше вверх. На этом фоне мне показалось, что трейдеры будут открывать лонговые сделки, и я открылся в шорт. В принципе, импульс вниз произошел так, как я и ожидал, и нас закрыло здесь по тейк-профиту. Открыл новую сделку. Монета у нас сейчас стоит на максимумах. Тут была в одном моменте небольшая консолидация, после чего мы импульсом вышли вверх. Потом цена опустилась, и также немножечко постояли мы на одном месте, после чего начинаем продолжать движение вверх. Но на этом фоне здесь мы импульсом не пошли дальше вверх. Был небольшой импульс, и цена начала замедляться. И мне показалось, что здесь уже у трейдеров будут сомнения, что мы пойдем дальше вверх, потому что перед этим постоянно обновление максимума происходило быстрыми импульсами, а если цена обычно замедлялась, вот как здесь, то обычно цена дальше шла в какое-то небольшое нисходящее движение. Поэтому, мне кажется, трейдеры будут вот здесь заходить и открывать шортовые сделки, плюс тут есть круглое число, за которое они могут спрятать свой стоп-лосс. Также мы относительно находимся на максимумах, и есть возможность открыть шортовую сделку особо без риска. Именно поэтому я открыл здесь лонговую позицию и попытаюсь взять какое-то обновление максимума на сбор стопов всех тех, кто заходил вот здесь в шорт. Подходит у нас к стоп-лоссу, и, к сожалению, эту сделку сейчас может закрыть по убытку. Открыл еще одну позицию. По этой монетке я первую сделку открывал. И логика у нас немножечко похожая. Мы видим, что монетка находится на стадии роста и в лонговом движении. Поэтому по умолчанию трейдеры будут, как мне кажется, рассматривать здесь вход по тренду и по возможности открывать лонговые сделки. Тут мы видим, что у нас она поднялась на максимумах и начала стоять на одном месте. И поэтому есть у трейдеров возможность открывать лонговые сделки, ставить короткий стоп, потому что есть несколько минимумов, за которые их можно спрятать, и потенциально брать большое движение вверх. Также мы все откаты, которые у нас были небольшие, мы очень агрессивно выкупали, и показывая тем самым, что у покупателя здесь есть сила. Поэтому большие шансы, что здесь большинство трейдеров будут открывать лонговые сделки. Я зашел в шорт и попытаюсь взять движение вниз. Okay, let's go. Импульсным движением подходит у нас к нашему стопу. И вполне возможно, что эта сделка также у нас закроется в убыток. Да. Открыл еще одну сделку, но тут, к сожалению, я поставил очень маленький стоп-лосс, и меня может закрыть в любую секунду. Допустил ошибку, зашел на объем, который большой, тут нужно было брать объем поменьше, и получилось, что стоп-лосс у меня в очень близком месте. Поэтому эта сделка у меня сейчас закроется по стопу. Перезашел я в этой сделке, увидел, что у меня там оставалось буквально $10 до того, чтобы достигнуть лимита по убыткам на день, и решил здесь перезайти, так как еще и логика абсолютно сохранилась. У меня здесь я увидел, что монета движется определенным образом, у нас она стоит в небольшом боковике и плавненько отрастает, после чего случается импульс вниз. Снова стоит в небольшом боковике, отрастает, и снова случается импульс вниз. Тут мы начали понемножечку после импульса замедляться, и потенциально трейдеры могут начать заходить в лонг, чтобы ловить вот этот какой-то небольшое движение вверх.
Но и я зашел в шорт, потому что мне кажется, что с этого накопления мы также выйдем вниз и пойдет настоящее уже действительно движение дальше по тренду вниз. Но я также допустил здесь ошибку, что заходил на объем, который очень маленький. Получилось, что у меня стоп-лосс почти возле точки входа. Поэтому я словил здесь также убыток, и закрывается эта торговая сессия в минус. И заканчиваю я торговую сессию с балансом $1054.